Всем привет! Наверное, все уже знают, что совсем недавно компания Huawei представила очень интересный, а также производительный смартфон P50 Pro. Он был представлен публике в Китае одновременно с его младшим братом, а именно Huawei P50. Также хочу напомнить, что смартфон Huawei P50 Pro сумел получить самые лучшие оценки авторитетного рейтинга под названием DxOMark, став лидером как по основной, так и по фронтальной камере. Но когда же простые пользователи, а также многочисленные фанаты получат данное чудо? Ждать осталось недолго. Дело в том, что китайские пользователи уже могут заказать смартфон Huawei P50 Pro по достаточно невысоким ценам, но при условии размещения депозита в размере, внимание, всего $15. Напоминаю, основные фишки смартфона Huawei P50 Pro — это изогнутый OLED-дисплей на 6,6 дюйма разрешением 1225 на 2700 пикселей, мощный энергоэффективный процессор Kirin 9000 или Snapdragon 888, главный датчик на 50 мегапикселей оптического формата 1,5 дюйма, аккумуляторная батарея на 4360 мАч, поддержка быстрой зарядки на 66 Вт и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Сразу что хочется отметить, смартфон Huawei P50 Pro не получил дюймовый датчик изображения, как предполагалось ранее, но это не помешало ему стать лучшим камерафоном в мире. Дело в том, что очень известный портал под названием DxOMark оценил возможности камеры новейшего флагманского смартфона Huawei, а именно P50 Pro. Работа была сделана нешуточно. Специалисты сделали более 3000 тестовых фото и сняли почти 3 часа видео в лабораторных условиях и на улице, используя, что немаловажно, настройки по умолчанию. В результате смартфон Huawei P50 Pro набрал целых 144 балла, подтеснив буквально на 1 балл прежнего лидера. Им был, напоминаю, смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra. По мнению экспертов портала, камера новинки обеспечивает выдающееся качество классических фотоснимков во всех условиях и набрала 149 баллов в этой категории. Причем смартфон показал себя лучше почти во всех категориях. В съемке с зумом модель набрала 107 баллов, на 7 больше, чем предыдущий лидер Xiaomi Mi 10 Ultra. Ультраширокоугольная камера тоже не нашла себе конкурентов в рейтинге. К числу достоинств эксперты отнесли низкий уровень шума и широкий динамический диапазон в любых условиях для основной и ультраширокоугольной камер, точный и естественный баланс белого, хорошая детализация при телефотосъемке на большой и средней дистанции, в помещении и на улице, хорошую экспозицию и широкий динамический диапазон при съемке видео, хороший баланс белого и стабильный автофокус в видео, хорошую детализацию при съемке видео в помещении и вне его, на дневном свету, а также эффективную стабилизацию изображения. Недостатком можно считать небольшую глубину резкости, из-за этого некоторые люди могут оказаться вне фокуса в многоплановых портретах. Сбой работы автофокуса при плохом освещении, отличие превью изображения от снятого материала, шум на текстурах при съемке в полумраке, редкие сбои настройки баланса белого при съемке видео в помещениях и на улице, а также легкая нестабильность экспозиции в некоторых видео. Все эти прелести нам дает камера с 4 датчиками. Главный датчик основной камеры — это 50-мегапиксельный оптического формата 1,5 дюйма. Он соединен со сверхсильным объективом с диафрагмой f1.8 и фокусным расстоянием 23 мм. Модуль, отвечающий за зум, с 64-мегапиксельным датчиком оптического формата 2 дюйма и объективом с диафрагмой f3.5 и фокусным расстоянием 90 мм. Он обеспечивает трехкратный оптический зум. Третий модуль с 13-мегапиксельной матрицей оптического формата 2,7 дюйма со сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 13 мм и диафрагмой f2.2. Наконец, четвертый модуль с 40-мегапиксельным монохромным датчиком оптического формата 1,8 дюйма и объективом с фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f1.6. Получается, что в составе основной камеры Huawei P50 Pro 2 широкоугольных объектива и 1 сверхширокоугольный. Напоминаю, что смартфон Huawei P50 Pro оснащен изогнутым 6,6 дюймовым OLED дисплеем разрешением
разрешением 1225 на 2700 пикселей. Это панель с поддержкой HDR, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 300 Гц. Huawei P50 Pro выйдет в двух версиях с Kirin 9000 и Snapdragon 888. Но есть один нюанс. Обе версии поддерживают только подключение 4G, несмотря на то, что эти платформы поддерживают 5G. Глава Huawei уже объяснил, что причина заключается в американских санкциях. Он добавил, что 4G и Wi-Fi 6 Plus достаточно для большинства сценариев использования. Аккумулятор имеет емкость 4360 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Также в смартфоне имеются два динамика и защита от воды IP68. Гаджет получил фирменную операционную систему Harmonia OS 2.0 прямо из коробки. Компания Huawei начала принимать предварительные заказы на свой новый флагманский смартфон Huawei P50 Pro. Итак, цена. Huawei P50 Pro 8 ГБ оперативной, 128 своей, $927. Huawei P50 Pro 8 ГБ оперативной, 256 своей, $1004. 8 ГБ оперативной, 520 своей, $1159. 12 ГБ оперативной, 512 ГБ своей, $1236. Ну и, конечно же, коллекционная версия Huawei P50 Pro, которая получила 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, стоит $1313. Доступны 5 вариантов расцвета корпуса, включая черный, розовый, белый, золотистый и голубой. Открытые продажи планируется начать в сентябре этого года. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Huawei P50, как всегда, продолжение линейки нам показывает самые лучшие фотовозможности. По поводу видеовозможностей не скажу, что это самый лучший телефон в мире. А по поводу фотовозможностей скажу, что так и есть. Потому что даже у моей жены есть Huawei Mate 20. И он показывает сейчас даже на 2021 год просто сумасшедшие возможности по качеству фото. То есть даже сравнивал я Huawei Mate 20 с Samsung S20, две большие разницы именно по фотовозможностям. Ну что же, какой смартфон получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.